Приветствую тебя, дорогой зритель, на моем канале. Если ты включил это видео, значит тебя интересует тема инвестиций в бизнес. И если это так, данное видео наверняка будет полезным для тебя. Особенно если ты прекрасно понимаешь, что инвестиции в чей-то чужой бизнес сопоставимы с определенными рисками. Это значит, что у тебя хорошо работает твое критическое мышление, и, конечно же, эти риски нужно снижать. И, собственно, в сегодняшнем видео мы как раз и поговорим о том, какие есть каналы и способы поиска бизнесов для инвестора и, собственно, как эти риски снизить. Разберемся с конкретными деталями, со степенью ответственности тех или иных площадок и платформ, таких как, например, краудфандинг, таких площадок, как Авито, где также присутствуют различные предложения для частных инвесторов, ну и различные всевозможные инвест-клубы или площадки по поиску бизнес-партнеров. Это то, что наверняка тебе уже встречалось на пути твоего поиска компаний, каких-то направлений для инвестиций. Собственно, вот это все сегодня мы с тобой пошагово по полочкам разберем. И тебе об этом буду рассказывать я. Меня зовут Андрей Гук, я занимаюсь бизнесом уже очень давно, но речь пойдет не про то, как я занимаюсь бизнесом, а речь пройдет именно про инвестиции. В том числе я имею опыт инвестирования собственных средств в какие-то уже отдельные, не собственные компании, в какие-то частные бизнесы. Также тебе, конечно же, расскажу и про свой опыт. Давайте я расскажу сначала про неудачный опыт. Мой неудачный опыт связан с тем, что я как-то несколько лет назад нашел на просторах Авито предложение по частному инвестированию в компанию, которая занимается микрофинансовыми, то есть микрофинансовая организация. И, собственно, я договорился с ребятами, встретились, договорились о совместной работе, даже приехал к ним в офис, все это дело посмотрел. В дальнейшем я перевел на счет компании определенную сумму, меня даже включили в учредители этой компании. Но фактически в дальнейшем ничего не произошло, вся эта история никуда не сдвинулась, и по сути мои инвестиции просто растворились в воздухе, как и те ребята, которые эти инвестиции привлекали. Фактически все, что я увидел, это была такая постановочная клоунада, скажем так. И, конечно же, я здесь допустил одну серьезную ошибку. Ошибка заключалась в том, что я не проверил компетентность этих людей, но про то, как проверить вашего будущего партнера, в которого вы планируете инвестировать, об этом мы позже и ниже поговорим. То есть у меня есть действительно и неудачный опыт, за который я заплатил личным рублем, и надеюсь, что это видео также позволит тебе, собственно, убрать вот эти вот финансовые риски, чтобы не платить за свои ошибки, а лучше учиться на чужих ошибках. Также у меня, конечно же, есть и успешный опыт инвестирования. У меня есть один партнер, в которого я инвестировал больше года. Это человек, который занимается продажами на Wildberries и на Озоне, то есть на маркетплейсах. Собственно, я выступил здесь как частный инвестор, мы подписали договор, то есть я профинансировал этого человека определенной суммой, достаточно немаленькой, около 2 миллионов рублей. Я, собственно, подписал с ним договор, в принципе, на неплохие условия, это порядка 30%, но при этом, конечно же, я переживал, как и многие другие инвесторы, я переживал за свои вложения, я периодически интересовался, как дела, все ли в порядке. Переживал я потому, что все-таки договор был долгосрочный. Мы также ниже об этом поговорим. То есть договор подразумевал инвестиции на целый год. То есть это значит, что целый год я все-таки об этом думал и держал эту тему в голове. И в конце сегодняшнего видео я также расскажу про краткосрочные инвестиции, которые позволяют, наверное, все-таки легче и крепче спать частным инвесторам. То есть это одна из компаний, в которую я инвестировал, она достаточно удачная. Я получил возврат своих инвестиций, я получил свои проценты, которые были прописаны по договору. В дальнейшем я также повторно работал с этим человеком. Понятно, что когда ты уже уверен в партнере, то с ним можно уже более уверенно работать. Это вот один из моих личных кейсов. Второй кейс, я периодически сейчас инвестирую средства в одного человека, который занимается, то есть держит салон сотовой связи. Я не буду озвучивать
как этот салон называется, чтобы не делать ненужную никому рекламу. Но суть заключается в том, что человек периодически закупает определенные товары для того, чтобы продавать их уже в дальнейшем через свой салон. И я на этом также периодически зарабатываю. И эти инвестиции уже более интересные для меня, по крайней мере. Они также, конечно же, по договору, мы про это ниже обсудим. Они очень интересные, потому что здесь они более краткосрочные. То есть я даю свои деньги взаймы под определенный процент, который мы оговариваем в каждом отдельном случае. Сроки займа мы также оговариваем в каждом отдельном случае, но, как правило, этот займ на период в 2-3 месяца. То есть и на сегодняшний день я продолжаю сотрудничать. Уже раз, наверное, 10, если не больше, я работал с этим человеком, уже также есть уверенность. И вот о том, как тебе найти своих партнеров, с которыми можно работать, в дальнейшем зарабатывать, получать процент на свои сбережения, об этом как раз мы сейчас и поговорим. Ну и, собственно, начнем мы, конечно же, с каналов, через которые обычно частные инвесторы стараются найти для себя источник для финансирования, то есть какую-то компанию, которая работает, в которую можно вкладываться, чтобы зарабатывать свой процент. В первую очередь, конечно, есть разные каналы, мы сейчас их разберем, но стоит понимать, что среди инвестиций в бизнес есть как инвестиции в принципе в стартапы, то есть это какие-то только начинающие компании с какой-то идеей, с каким-то бизнес-планом, которые фактически еще не ведут свою деятельность, только начинают или начинают начинать. И, соответственно, это, конечно, большой риск, и, собственно, здесь нужно иметь достаточно серьезную компетенцию, на мой взгляд, чтобы в такие компании инвестировать. И как раз таких компаний очень много. На первом источнике, который мы сейчас с тобой разберем, это различные краудфандинг-платформы. Я думаю, ты об этом слышал, ну а если не слышал, то после просмотра этого видео ты, конечно, загуглишь и найдешь такие платформы. В чем заключается суть этих платформ по большому счету? Суть заключается в том, что такая платформа является что-то типа посредником. На этой платформе презентуют свои бизнес-проекты какие-то начинающие или даже действующие организации. То есть они туда выкладывают информацию о том, чем они занимаются или планируют заниматься. Они выкладывают информацию о том, какие суммы им необходимы для того, чтобы, например, стартануть, запустить свой стартап, на каких условиях они готовы эти суммы брать. И, собственно, сама краудфандинг-платформа является неким таким посредником, через которого проходит процесс инвестирования. Но в чем здесь есть подводные камни? Так как краудфандинг-платформа по сути не является непосредственно той организацией, которая берет у вас средства и перед вами отвечает, то есть она лишь связующее звено, то, конечно же, все риски на принятие решений, стоит вкладываться или не стоит в тот или иной проект, они ложатся на вас лично, как на частного инвестора. Расскажу про свой личный опыт общения с краудфандинг-платформами как соискатель инвестиций. У меня есть компания, мы занимаемся торговой деятельностью и, конечно же, периодически привлекаем частных инвесторов. Кому будет интересно, в конце видео я про это расскажу. Но в целом, почему, например, я как соискатель инвестиций не стал работать через такую платформу с частными инвесторами? Дело в том, что эта платформа, когда работает, она работает, делая связку между частными инвесторами и мной, как соискателем инвестиций. Конечно же, организаторы этой платформы хотят получать определенную тоже прибыль с всех денег, которые через них проходят. Поэтому они, например, у частного инвестора могут брать средства, допустим, по 20-25, может быть максимум 30% годовых, но при этом мне, как соискателю инвестиций, они предлагают эти средства, прибавляя, допустим, плюс 10%. Скажу откровенно, конечно, если бы это был какой-то стартап, который еще не понимает, сколько он там будет зарабатывать, ну и в принципе для каких-то недобросовестных соискателей инвестиций, в принципе для них любые комиссии, как говорится, любые проценты
будут только, как говорится, встречены на ура, потому что они, в общем-то, может быть, и не собираются даже выходить в какую-то прибыль и возвращать эти средства. Собственно, в этом и есть риск работы через такие платформы. На эти платформы заходит, к сожалению, очень много недобросовестных игроков. Конечно же, такие платформы пытаются как-то этих игроков отсеивать, но все-таки стоит помнить одну простую истину, что эти платформы зарабатывают на разнице между той суммой, которую они собрали, и той суммой, которую они дали соискателю инвестиций. То есть они, в принципе, заинтересованы побольше собрать денег и побольше выдать различным соискателям. Да? И от этого, конечно же, их вот этот вот фокус проверки, да, каких-то соискателей, фокус того, чтобы как-то ограничить вход недобросовестных игроков, он притупляется. И, к сожалению, статистика работы с такими платформами неутешительная. В первую очередь, статистика говорит о том, что там очень много проектов, которые просто в дальнейшем схлопываются. Кроме того, например, мне неинтересно работать с такими платформами, как соискатель инвестиций, потому что, как я и сказал, они заламывают высокий процент. Это первое. И второе, порой от момента, когда я разместил свой проект, а у меня, например, контракты, они достаточно горячие, да, с момента, когда я разместил предложение для частных инвесторов, до момента, когда эти инвесторы соберут необходимую сумму, может пройти достаточно продолжительный период времени, и может быть даже они вообще эту сумму не соберут. Поэтому, как правило, какие-то уже сегодня, здесь и сейчас действующие бизнесы, которые действительно могут показать реальную прибыль, у которых есть какие-то подтверждения, сейчас мы об этом позже обязательно будем разговаривать более детально, то есть они не используют такие платформы. Все чаще и чаще туда приходят именно какие-то стартаперы с какими-то идеями, которые с небольшой степенью вероятности в итоге могут выстрелить. Следующий источник для поиска инвестиций, о котором мы сейчас поговорим, это различные инвест-клубы. Если ты все-таки интересовался темой инвестиций, думаю, тебе попадались предложения для участия в каком-то инвест-клубе. Вообще, как все это дело работает, если вдруг ты не знаешь, конечно, расскажу. То есть существуют также определенные люди, организаторы, которые, собственно, создают инвест-клубы. Суть этих инвестиционных клубов заключается в том, чтобы по большому счету объединить между собой каких-то предпринимателей, которые ищут инвестиции, и опять же инвесторов. То есть опять же некоторая такая посредническая схема. И как все происходит? То есть, как правило, это живые инвест-клубы, где физически в реальном времени приходят люди на определенные собрания, скажем так. На этих собраниях начинающие или даже действующие предприниматели проводят также презентацию своего проекта, своего бизнеса, рассказывают то, чем они занимаются или то, чем они планируют заниматься, показывают какие-то определенные цифры, рассказывают про свой продукт, естественно, и также и на них при этом смотрят, да, частные инвесторы, которые уже принимают решение, стоит ли им инвестировать свои средства и работать совместно вот с этим конкретным предпринимателем. Опять же, давайте поговорим про риски. Вот что мне не сильно нравится в этих инвест-клубах. Дело в том, что, опять же, организаторы этих инвест-клубов — это лица, которые фактически не несут ответственность за тех, кого они пригласили в качестве соискателей инвестиций. Да, то есть понятно, что есть вы как инвестор, у вас есть деньги, и их задача найти тот проект, в который вы свои деньги вложите, и получить, опять же, с этого определенную комиссию. Да, то есть, конечно же, они получают определенную комиссию с привлеченных инвестиций для своих партнеров. И, конечно же, это все напрямую сказывается на итоговых рисках, потому что такие организаторы также не особо сильно утруждают себя тем, чтобы самим лично вникнуть в каждый проект, в каждый бизнес-план, там запросить какие-то расчеты. Чаще всего даже люди, которые организовывают данные бизнес-клубы, сами не совсем компетентны в то, чтобы каждый такой проект проверить, убедиться, удостовериться, посчитать. Они просто выступают как организаторы. И в этом вот действительно кроются большие риски.
Ну а как эти риски снизить, буквально через несколько минут мы с тобой подробно обсудим. Давай продолжим. Следующий способ, где обычно также частные инвесторы ищут объекты для инвестирования, это такие площадки, как Авито, где в том числе размещают предложения по поиску инвесторов частные какие-то предприниматели, также те же самые стартаперы или те же самые действующие бизнесы. Ну и также существуют еще некоторые площадки, конечно, не такие, как Авито, но в принципе в интернете есть площадки по поиску бизнес-партнеров. То есть, если вы захотите, вы можете их легко найти. В поисковике вашем вбейте поиск бизнес-партнеров, и вы найдете великое множество подобных ресурсов. Что в этих ресурсах происходит? То есть, в первую очередь, эти ресурсы, в принципе, просто обычные доски, площадки объявлений, где вообще никто никуда не смотрит. Если в первых двух случаях, краудфандинг и Авито, организаторы хоть как-то фильтруют и хоть какую-то проверку стартовую проводят, да, чтобы это были вообще откровенно не мошенники какие-то, то вот в этих двух случаях, таких как Авито и такие как площадки, как поиск бизнес-партнеров, здесь вообще большое поле для раздолья для различных, скажем так, мошенников, к сожалению. И именно на этих площадках действительно очень много встречается различных мошеннических предложений. То есть в чем заключается суть? Вы заходите на площадку, находите какие-то предложения, связываетесь, разумеется, да, если вам это предложение хоть сколько интересно. Связываетесь, собственно, с этим соискателем инвестиций, общаетесь и получаете для себя уже какую-то стартовую вводную информацию, какую-то, опять же, такую же презентацию, которую вы рассматриваете уже с точки зрения, стоит или не стоит сюда вкладываться. Большой подводный камень заключается в том, что многие люди, которые ищут возможности, да, как частные инвесторы, чтобы приумножить свои средства, чтобы они не обесценивались с каждым днем за счет инфляции и, конечно же, для того, чтобы получить больший выхлоп со своих сбережений, чем, например, какой-то банковский депозит. То есть такие люди чаще всего не сильно компетентны, к сожалению, ребят, не сильно компетентны в том, чтобы как-то проверить этот бизнес. И мы об этом сейчас будем говорить. То есть они не в состоянии в силу своего опыта действительно убедиться в том, что этот бизнес действительно действующий, что у этого предпринимателя есть необходимые навыки для того, чтобы заниматься этим бизнесом, да, для того, чтобы его развивать. И вообще не до конца понимают в принципе, да, будет это работать, не будет это работать. Поэтому я считаю, что именно вот такие площадки, как Авито и такие площадки по поиску всевозможных бизнес-партнеров гораздо более рискованные, по крайней мере, чем площадки по краудфандингу и площадки, на которых собираются, да, то есть вот такие инвест-клубы, на которых собираются инвесторы, где хоть какая-то фильтрация происходит. Но при этом в любом случае при рассмотрении всех предыдущих вариантов, которые мы с вами разобрали, все-таки стоит помнить, что решение всегда за вами и риски берете вы именно на себя. То есть не стоит уповать на то, что краудфандинг платформы или организаторы этих инвест-клубов максимально кропотливо подошли к отбору претендентов, соискателей, собственно, тех самых инвестиций, которые ваших кровных денег непосредственно, да, они, скорее всего, подошли к этому тоже посредственно. И поэтому сейчас мы переходим к этапу, каким образом нужно проверить вариант, в который вы собрались инвестировать свои средства. То есть на что стоит обратить внимание, по каким пунктам нужно проверить этого предпринимателя, который планирует либо стартап запускать, либо берет инвестиции под уже существующий бизнес. Давайте разберемся по порядку. Ну и для того, чтобы вы лучше фиксировали в голове все пункты проверки, по которым мы сейчас поговорим, для этого нам поможет с вами наша маркерная доска. Давайте начнем по порядку. Начнем с первого пункта, который обязателен. Итак, первый пункт – это проверка контрагента. То есть, в первую очередь, если мы планируем инвестировать свои средства в какой-то уже существующий бизнес, конечно же, мы начинаем с проверки контрагента. Контрагенты – это какие-то компании, организации, с кем мы взаимодействуем. Такой вот профессиональный термин.
Но, тем не менее, в чем заключается проверка контрагента, давайте разберемся по порядку. То есть компания-организация, она уже ведет какой-то свой бизнес, и мы собрались в этот бизнес инвестировать. Что нам важно знать об этой компании? Первый пункт – это когда компания появилась на свет и когда она была и кем зарегистрирована, сколько в этой компании есть учредителей. Второй пункт – это то, какие акведы у этой компании, то есть под какими видами деятельности и для каких видов деятельности она была зарегистрирована и соответствует ли вид деятельности, который эта компания ведет, тому, для чего она была зарегистрирована. Поэтому мы смотрим акведы. Чтобы не увеличивать длину этого видео, что такое аквед и какие классификации видов деятельности предпринимательской существуют, загуглите, друзья мои, в поисковике. Третий пункт, который мы также обязательно смотрим, это то, не происходило ли смены учредителей в ближайшее время. То есть это значит, что не было ли в принципе таких историй, что компания может быть зарегистрирована уже очень давно. То есть компания, может быть, давно существует, но, например, год назад произошла смена учредителей. Это значит, что компанией стали владеть уже совершенно другие люди, и, возможно, они преследуют совершенно другие цели. К сожалению, в бизнесе очень часто попадаются недобросовестные люди, которые специально покупают какую-то компанию с историей, которая давно зарегистрирована. Возможно, по каким-то причинам она со временем прекратила свою деятельность, но юрлицо осталось, и они это юрлицо покупают. Собственно, право собственности на эту компанию, да, переходит от одного человека к другому или от одних людей к другим людям, и уже другие люди, имея компанию с неким бэкграундом, а этот бэкграунд пробивается, да, и они уже на фоне того, что у компании есть история, под эту историю существующую набирают какие-то товары, набирают какие-то кредиты, набирают средства, в том числе и у частных инвесторов. Поэтому обязательно смотрим смену учредителей. Кроме учредителей, в том числе обязательно смотрим какие-то судебные дела. То есть является ли компания ответчиком в каких-то судебных исках. Да? Есть ли какие-то судебные иски, в частности нас интересует арбитраж. То есть именно были ли какие-то иски к этой компании, возможно, от ее партнеров, от каких-то контрагентов. Особенно нас интересуют иски, которые связаны с непоставкой товара или неисполнением каких-то своих обязательств. Поэтому именно наличие судебных дел, арбитража нам обязательно, это вот в первую очередь то, что нужно посмотреть. И напоследок, как такой финальная точка, мы также должны посмотреть, нету ли этой компании среди компаний, которые находятся в состоянии предбанкротном, да, где объявлено банкротство, где идет процедура банкротства какая-то, то есть уже фактически компания на стадии ликвидации. Это тоже обязательно нужно смотреть. И, собственно, вопрос, а где же все это дело можно посмотреть, ребят? Я здесь могу посоветовать сервис, который использует моя компания, которая также использует моя служба безопасности. У меня в компании служба безопасности. В частности, для того, чтобы проверять вот эти вот все пункты, мы используем такой сервис, как rusprofil.ru. Этот сервис, по сути, бесплатный, но в бесплатной версии, к сожалению, вы всего этого не сможете посмотреть. Поэтому здесь вам придется оплатить, например, какой-то месячный тариф, который стоит очень недорого. И поверьте мне, друзья мои, стоимость оплаты тарифа в данном сервисе несопоставима с теми рисками, которые этот сервис вам позволит избежать. Итак, после того, как мы проверили компанию по всем моментам, что касается регистрации юрлица, аквед, арбитраж, смена учредителей,
Собственно, следующим этапом нам нужно обязательно посмотреть, в принципе, на финансовую составляющую того, что есть сейчас у этой компании. А это значит, наша задача посмотреть такие темы, как бухгалтерская отчетность. То есть наша задача увидеть, что у этой компании ведется деятельность здесь и сейчас, проходят сделки. Это первое, да, увидеть, что движение по счетам существует. Дальше наша задача посмотреть, с какими контрагентами работает эта компания, да, то есть кто эти контрагенты, что это за компании. И очень важно также посмотреть, нету ли связки между контрагентами и самой компанией, потому что иногда бывает такое, что компании делают, скажем так, подконтрольные себе другие организации, между которыми просто гоняют деньги, чтобы показать какое-то движение по счету. Поэтому важно также при помощи сервиса, о котором мы говорили ранее, посмотреть самих контрагентов, с кем эта компания взаимодействует. Ну и, конечно же, важно посмотреть сделки в целом, плюсовые или минусовые. Ну и обязательно, опять же, стоит уточнить о текущих каких-то кредитных обязательствах этой компании, потому что может быть такое, что она сейчас хочет привлечь средства каких-то инвесторов для того, чтобы покрыть какие-то уже свои существующие дыры, и фактически у этой компании все близится к тому, что в скором времени они объявят себя банкротом и просто хотят сейчас закрыть какие-то дыры, чтобы побольше продержаться на плаву, например, выплатить зарплату сотрудникам. То есть важно понимать вообще, под какие цели эта компания привлекает средства. И очень важно, чтобы в договоре обязательно было прописано та цель, под которой компания привлекает средства, и чтобы эти средства расходовались по назначению. Если у компании ведется бизнес здесь и сейчас, и они, возможно, уже не первый раз привлекают инвесторов, то также было бы неплохо иметь возможность пообщаться с этими инвесторами, убедиться, что они действительно работают с этой компанией, возможно, даже не первый раз. И, конечно же, это даст вам некоторое представление, как на самом деле исполняет обязательства эта компания. Очень важно, чтобы этот инвестор проработал с этой компанией хотя бы несколько раз, и чтобы то взаимодействие, которое между ними есть, было подкреплено не только словами инвестора, какого-то человека по телефону, что да, я с ними работаю, как вы понимаете, это могут быть подставные клоуны, а чтобы это все было подкреплено какими-то физическими документами, подтверждающими там договорами, средствами, зачисленными на счет этой компании, дальше каким-то целевым расходованием, да, этих средств, закупкой там какой-то товара, поступлением за продажу этого товара, если мы говорим про товары, например. То есть это все должно подтверждаться не только на словах. То есть если все эти пункты выполнять, то это уже максимально раскроет для вас деятельность этой компании, и для вас будет понятно, насколько ее деятельность вообще реальна. Ну и теперь давайте поговорим о том, каким образом будут закрепляться ваши финансовые взаимоотношения, то есть что и как будет фиксироваться. В целом я рекомендую ограничиваться не только договором. Конечно, многие будут говорить, что да, мы заключим с вами договор, например, процентного займа, по которому вы будете по выставленному счету займа перечислять средства на счет организации, а дальше по договору через оговоренные сроки мы будем уже с вами рассчитываться. Это и так понятно, ребят, но помимо договора я также рекомендую прибегать к такой теме, как поручительство. То есть конкретный руководитель, учредитель, там, генеральный директор данной организации все-таки должен поручиться, да, то есть, как говорится, лично отвечать по займу перед инвесторами. И это значит, что было бы очень неплохо, если бы был оформлен между вами и непосредственно учредителем организации или генеральным директором, чтобы между вами был оформлен также договор личного поручительства, по которому данный конкретный физическое лицо, конкретный человек ручается, что если компания не выполнит свои обязательства перед вами, как перед инвестором, согласно договору, который был заключен, то этот человек берет на себя выполнение данных обязательств. Вот что такое договор поручительства. По сути, это два документа, в рамках которых я рекомендую проводить работу с вашими будущими партнерами.
Итак, как проверить действующий бизнес, мы с вами разобрались, надеюсь, более-менее понятно. Ну а как же быть со стартапами? Ведь стартап — это только начинающийся бизнес, и здесь нет каких-то текущих показателей. В первую очередь я рекомендовал бы обратить внимание именно на человека, который собирается этот стартап запускать. То есть, какой у него есть опыт в этой сфере, занимался ли он ранее чем-то подобным, может быть, у него есть какое-то соответствующее техническое образование. Это первое. Второе, что у него за команда, ведь если это стартап, то, конечно же, должна быть какая-то команда, должны быть какие-то еще участники, которые будут участвовать в запуске этого процесса. Соответственно, что это за команда, что это за люди и какой опыт у этих людей есть в данной сфере или в данном направлении. Ну и опять же сам бизнес-план. Конечно же, стоит посмотреть более детально проект по этому стартапу. То есть, насколько детально и реалистично прописан бизнес-план относительно существующих реалий. Потому что, как правило, стартаперы склонны идеализировать свой проект, склонны не замечать возможных каких-то подводных камней, скрытых угроз или порой даже конкуренции или возможных изменений рынка. То есть, этот момент тоже стоит обязательно смотреть. Но, как вы понимаете, со стартапами все гораздо сложнее. То есть, и здесь, конечно же, от этого и рисков больше, потому что начинающие предприниматели, как я и сказал, склонны идеализировать свои проекты. Вот мы и разобрались с инвестициями в частный бизнес. Надеюсь, это видео поможет тебе в дальнейшем выбрать правильно своих партнеров, с которыми вы будете взаимодействовать, куда вы сможете инвестировать свои средства и получать в дальнейшем процент от прибыли данных предприятий и зарабатывать пассивный доход. И, конечно же, при грамотном подходе такие инвестиции помогут вам получить на свои вложенные средства больший процент, чем какой-нибудь банковский депозит, который, как правило, с трудом покрывает только инфляцию. Вы можете заработать гораздо увереннее, больше, чем какие-то инвестиции в акции и ценные бумаги, потому что здесь, конечно, нужен уже другой профессиональный подход. И надо понимать, что ценные бумаги, как мы видим в наши последние события, они то вверх, то вниз, и есть люди, которые даже очень сильно потеряли на этом, несмотря на то, что прошедшие годы они зарабатывали. И, конечно же, это в том числе интереснее, чем вложение в недвижимость. Ну, в первую очередь, потому что для покупки недвижимости нужны более такие серьезные большие суммы, и, как показывает в том числе моя практика, у меня есть инвестиции в том числе в недвижимость, что окупаемость вложений в недвижимость, она стремится, вот в моем случае, там, к 20 годам, да, то есть больше чем 20 лет идет окупаемость в недвижимость в пассивном режиме, не в какой-то активной там сдаче-пересдаче, там посуточной и так далее. И, в общем-то, что самое важное, такие инвестиции в реальный бизнес гораздо надежнее, чем инвестиции в какие-то сомнительные проекты, такие как криптовалюты, например, какие-то дропы. Это уже совсем рисковые инструменты. У меня есть знакомые, которые, к сожалению, именно работая с какими-то дропами и криптовалютой, до конца не разобравшись, потеряли очень-очень много денег. То есть там тоже очень много различных мошенничеств, поэтому если рассматриваете крипту, то действительно нужно как следует в этом разобраться и быть осторожным. Ну и сейчас, дорогие друзья и коллеги, я хотел бы вам также рассказать, каким образом вы можете поработать со мной и с моей компанией, поэтому если вам интересно, буквально несколько минут я расскажу о том, чем занимается сегодня моя организация, потому что мы привлекаем к себе частных инвесторов для того, чтобы также увеличить оборотные средства, увеличить количество сделок и все вместе на этом зарабатывать. Моя компания на сегодняшний день занимается оптовыми поставками различных товаров. Мы являемся и дилерами, и дистрибьюторами, и импортерами. То есть это реальный товарный бизнес, в котором мы имеем хорошую маржу и готовы ей делиться. Наша маржинальность здесь достигает 20-25%. Ну и чтобы это не было пустыми словами, чуть ниже вы посмотрите наши крайние сделки, как пример, почем мы купили товар, почем продали, сколько заработали наши инвесторы.
участвуя в этих сделках. И ключевой момент. Мы действительно работаем давно, я в оптовых продажах уже более 15 лет, мы хорошо знаем, и почему говорю мы, потому что есть моя команда, мои партнеры, мы хорошо знаем этот рынок, у нас отточены все моменты, что касается безопасности, и ключевыми нашими заказчиками являются такие надежные партнеры, как государственные предприятия и организации, которые заказывают какие-либо товары для своих нужд. То есть работа ведется через государственные контракты, что обеспечивает гарантированную оплату со стороны заказчика моей компании. Также у нас достаточно надежные партнеры-поставщики, с которыми мы уже неоднократно отработали, и наши сделки идут в таком достаточно текущем режиме. Кроме того, у нас есть одно простое правило. Так как я в бизнесе давно, я уже научен многим опытом. И есть простое правило. Если мы не уверены, что мы сможем осуществить какую-то поставку, если мы не уверены, что мы можем выполнить тот или иной контракт, мы просто туда не лезем. То есть мы сопоставляем риски, и в моем случае я больше любитель, как говорится, синицы в руках, чем журавля в небе. Что еще могу добавить? Работая с нашими инвесторами, мы максимально открыты. То есть каждый инвестор, который заходит к нам в тот или иной контракт, в его исполнение, во-первых, он может развернуто посмотреть, что за контракт, кто будет наш заказчик, кто наш поставщик, какой период, собственно, самого контракта исполнения. Как правило, мы берем достаточно короткие займы, чтобы наши инвесторы крепко спали. Это займы примерно в сроках 2 месяца. То есть, как происходит взаимодействие? У меня есть чат с инвесторами, в который я скидываю, что ребята, партнеры, у нас есть вот такие-то ближайшие контракты, один контракт на такую сумму, другой контракт на такую-то сумму. При желании можете в эти контракты заходить. Дальше мои партнеры, инвесторы объявляют, на какую сумму они готовы заходить в тот или иной контракт. Даже если контракт большой, например, на 5 миллионов, допустим, инвесторы заходят частями, да, то есть мы под один контракт собираем несколько инвесторов. То есть ребята говорят, что да, мы готовы в этот контракт заходить. С каждым инвестором мы отдельно подписываем договор на процентный займ. С каждым инвестором мы подписываем мое личное поручительство, чтобы ребята были гораздо более спокойны. Дальше выставляем счет на внесение займа. Дальше уже наши партнеры вносят инвестиции согласно выставленному счету. Всегда могут контролировать ход исполнения контракта, так как у нас есть чат, никого не прячу, все вместе общаются друг с другом, могут задавать вопросы, а как продвигается та или иная закупка, та или иная поставка. Всегда даем развернутый отчет, что и как происходит, и каким образом происходит расчет с инвесторами. То есть займы, как я и сказал, короткие, это значит, что по результату, фактически, когда деньги уже поступили на счет моей организации от нашего заказчика по этому контракту, автоматически мой бухгалтер тут же первым делом делает выплату инвесторам. То есть инвесторы получают на свои счета сразу возврат полной суммы инвестиций и, конечно же, тот процент, который был оговорен и закреплен в нашем соглашении. Дальше, если этот инвестор планирует повторно заходить в какой-то следующий контракт, то мы опять повторно делаем договор на конкретный контракт, на конкретный займ, опять делаем, собственно, поручительство, договор поручительства с моей стороны, и человек опять таким же образом заходит в следующий контракт. На сегодняшний день у меня есть партнеры, которые отработали с нами очень много контрактов, уже далеко не первый раз с нами работают. Также приходят новые партнеры, оборот у моей компании постоянно растет, поэтому если вы хотите поработать со мной, с моей компанией, с моей организацией, я с радостью вам расскажу и покажу, чем мы занимаемся. Я покажу вам текущие наши контракты, в которых вы можете поучаствовать, добавлю вас в чат с инвесторами. Если есть какая-то неуверенность, вы также можете пообщаться с нашими партнерами-инвесторами, которые уже с нами работали. Они все есть в чате. Еще раз, никаких тут инкогнито нет, то есть все открыто друг с другом общаются. Ну а сейчас, чтобы более наглядно посмотреть, какие сделки проходят в моем бизнесе и на чем конкретно зарабатывают мои инвесторы, работая со мной в связке, давайте я вам покажу наших крайних 4 контракта. Интересно, нажмете на паузу, это поставка музыкальных инструментов, закупка в 2 этапа.
Первый этап предоплата была 64 500. Второй этап это поставщику 150 500. Поступление заказчика 598 тысяч за поставку. Здесь был инвестор, который зашел всего на 150 тысяч. Вот возврат, сумма инвестора. Вот выплата процентов. Кому интересно, посчитайте, на паузу нажмете еще раз. Вот пени за просрочку. За просрочку, кстати, если у нас просрочка платежа проходит, то мы считаем по той же процентной ставке за период. Дальше. Это сушилки. Закупка на 1 2450. Поступление от заказчика 1 278 64. Здесь было два инвестора. Поступление от инвесторов на закупку. Соответственно, возврат суммы инвесторам. То есть мы возврат делаем сначала сумму и дальше вторым платежом процент. И вот сам процент возврата инвесторам за пользование деньгами. Дальше следующий кейс, это ветрогенераторы у нас были. Тоже предоплата была сначала 30%, 547 тысяч. Дальше остальная часть 1 277 000. То есть общая сумма 1 825 000. Поступление от заказчика 2 328 625. Это у нас инвесторы. Здесь было два инвестора. Один 650 тысяч, другой 500. И еще раз тот же инвестор вошел во вторую часть на 627. Это возврат сумм инвесторов. 650, 500 тысяч, 577. Здесь на две части возврат разбили и 50 тысяч. Это проценты за пользование деньгами по договору. По первому инвестору, по второму и также пени. Пени за просрочку по той же процентной ставке. Все можно посчитать. И еще один кейс, еще побольше. Это закупка МФУ техники. Также 30% 1 018 200. 2 375 800. Общая сумма закупки 3 394. И от заказчика 4 208 752 получили. У нас тут было 5 инвесторов. Первый 300 тысяч. Второй 800. Третий 650. Четвертый 400. Пятый 220. Это возврат сумм, соответственно, также. Все показываю достаточно быстро. Возврат сумм нашим инвесторам по итогу закупки. И, соответственно, комиссии по суммам. Комиссии и пени. Но пени не всем, потому что кто-то в первую часть закупки заходил, кто-то во вторую. Все, вот такие кейсы. Наглядно. Приветствую всех на канале Школа оптового бизнеса. Хочу поделиться, вернее не поделиться, а оставить отзыв о компании Baltbris, непосредственно руководителя компании Андрея. Вот. И как бы рассказать, как я пришел к инвестированию в тендерные закупки. Буквально недавно, относительно недавно вышел у него ролик. Это ролик по привлечению инвестиций и участия в тендерных закупках по контрактам. Меня это заинтересовало. Почему? Потому что, являюсь действующим инвестором в других направлениях и, собственно, в качестве диверсификации, решил попробовать себя и в этом направлении. Связался с Андреем, после недолгих переговоров заключил договор сроком на 5-6 недель на относительно небольшую сумму 150 тысяч на покупку музыкальных инструментов. Хочу сказать, что все прошло четко, слаженно. Единственный был момент, немножко мы ушли немножко
за рамки договора. То есть не продлился договор у нас исполнение по договору продлилось не 6 недель, а 8 недель. Ну, собственно, как бы эти 2 недели как бы компания компенсирует по тем же условиям, которые у вас в договоре описаны. Недолго думая, я зашел во второй контракт, уже увеличил сумму инвестиций. Это было 250 тысяч. Контракт был на поставку оргтехники. Там все прошло четко, по срокам, день в день. Вот. Собственно, сейчас как бы планирую дальше увеличивать инвестиции как бы и участвовать в следующих контрактах. Вот. Что хочу сказать непосредственно по итогам, да, всего этого. Хочу сказать, что существует закрытый чат инвесторов, где все могут как бы общаться друг с другом. Непосредственно отвечает Андрей на вопросы быстро, оперативно. Если даже как-то возникают какие-то моменты, всегда реагирует, рассказывает, ну и, собственно, держит всех в курсе. Поэтому все четко, вроде все прозрачно. Кто для себя как бы интересуется, да, инвестированием в этом направлении, ну, как бы расценивайте риски, возможности сами. Почему? Потому что, ну, риски есть везде, скажу честно. Вот, как бы даже если вы квартиру покупаете, да, участвуете в долевом строительстве, это тоже риски. Потому что может, да, дом просто элементарно не достроится, или инвестируете в фондовый рынок, это тоже риски, да, акции могут просесть. Вот, поэтому решайте сами, думайте сами. Вот. Всем удачи в инвестировании. Если вы досмотрели это видео до конца, вам огромная благодарность за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Если также вам интересна тема товарного бизнеса, если интересно, как запустить свой бизнес, не только быть инвестором, то подписывайтесь на мой канал. Рассказываю много всего и показываю наглядно, да, как проходят сделки, как построить работу в товарном бизнесе, в сфере дропшиппинг, по агентской схеме, оптовая торговля, оптовые продажи, дилерство, дистрибьюция, работа с сетями, экспорт-импорт, все, что с этим связано, все это есть на моем канале, показываю реальной практике. На этом все, спасибо, до скорых встреч на следующих видео на моем канале.